Приветствую вас в пространстве света, гармонии, интуиции. С вами Ева, канал Ева Оракул. И для всех светлых, тонких, интересующихся тем, что происходит сейчас на планете душ, и для всех девушек, которые хотят построить счастливые отношения уже в новых вибрациях, а может быть и мужчины будут смотреть. В общем, для всех, кто хочет строить отношения по-новому, устал от того, как это было в прошлом, не хочет жить в напряжении, где есть насилие, где в том или ином виде, где есть доминирование, где есть пренебрежение, много разных других вещей, которые мы тянем за собой из прошлого. Сегодня такой расклад и тема: переход на новые вибрации, перевод отношений на новые высокие вибрации. Вот мы сегодня посмотрим именно эту тему. Я затронула эту тему, посмотрите, я ставлю здесь ссылочку. Это было видео, тема затронута «Ваш будущий муж». И поскольку много сейчас людей переходят на новый уровень вибрации, на новый уровень отношений, сегодня будем разбирать такую важную, глубокую и в то же время повседневную тему. Поэтому сегодня будет, я смотрю в потоке, один вариант, одна колода. Десятка пентаклей сразу выходит для всех, потому что я думала все-таки, пока вам это говорила, думаю, ну может быть все-таки два варианта. Нет, сегодня будет один вариант, основательный, глубокий для всех. Посмотрим три причины, ну скажем так, не три причины, а три таких фактора, три момента, которые вам необходимо осознать, переосмыслить, изменить, на что обратить внимание для того, чтобы перевести или текущие отношения на новые вибрации, или, может быть, вы уже хотите встретить нового человека. Если вы смотрели мое видео «Будущий муж», то наверняка есть такой запрос, чтобы уже новые отношения были совершенно другими, уже на других вибрациях, на других умонастроениях. Ну, в общем, давайте начинать. Настраивайтесь, представляйте себе эту тему, отправляйте внутренний запрос. Я пока настраиваюсь на вас. Сегодня очень веселые, оптимистичные, сильные девушки, которые даже иногда, если могут расстраиваться или переживать какие-то сложности, все равно возвращаются. Знаете, вот у вас как волна. Вот сегодня, кстати говоря, вот давно я записывала видео, по-моему, первое видео на канале было как раз с этой вот локации, где прибой. И сегодня такой ураган, у меня тут волосы вот дыбом, такой, знаете, шторм. Вот новая волна, однозначно, вот новая волна, понимаете, новая волна жизни, здесь тоже видите море, вот я только говорю, понимаете, новая волна жизни абсолютно придет, она как бы вот выходит из-за, как вот прям, как знаете, как вот, как в театре, да, то есть открываются занавес, да, и выходит совершенно что-то новое, новые духовные как бы знания, новые духовные уроки, которые мы сегодня будем разбирать. Ну что, поехали, давайте смотреть первый. И, кстати, карта, она была женская карта, да, в этой колоде, и она именно, видите, все-таки этот расклад в большинстве будет смотреть женщины, то есть для вашей женской природы, для вас, как для женщин, тоже это будет очень важно. Ну, в общем, давайте смотреть первое, что нам придет сегодня в потоке. Что нужно сделать для того, чтобы вывести отношения взаимоотношения ваши с противоположным полом, с мужчиной на новые вибрации? Четверка кубков. Посмотрите, какая она на этой колоде, четверка кубков. Да, видите, очень она, понимаете, даже вот эта колода, я ее очень люблю, она в себе столько разгадок таит. И знаете, вот самое первое, что нужно сделать, чтобы перевести отношения на новые вибрации, это начать смотреть под новым углом и не давать себе погружаться в старые эмоции. Да? Вы должны понять, что даже если вы испытываете какие-то сложности в жизни, какие-то стрессовые ситуации, печали, то есть обиды, то есть это все, если, может быть, раньше или в отношениях, или даже в своей жизни вы могли надолго застревать в этом состоянии, в состоянии разбитости, в состоянии обиды, в состоянии страха, и вы даже могли нести это годами, то сейчас будет меняться вообще поле Земли так, что если вы надолго будете застревать и находиться в, ну, скажем так, не в благостных эмоциях, то, понимаете, вас ничем не защитит. Вот видите, здесь вот новое время, то есть когда вот здесь же цвета, да, вот как цвета чакр, как цвета радуги, счастья, то есть это, понимаете, это новое духовное
восприятие событий жизни. Вот. То есть для того, чтобы перевести, понимаете, даже ваши отношения, новое знакомство уже было по-другому, вы должны научиться выстраивать отношения с людьми тут же, видя во всем свет, видя во всем любовь, видя во всем позитив, понимаете? И тогда у вас, понимаете, у вас как будто бы будет такая божественная защита, понимаете, от любой непогоды. Это, сейчас я возьму еще несколько, конечно же, карт, мы вытянем, разберем это более подробно. Но вы понимаете, для того, чтобы быть счастливым, нужно себе, во-первых, разрешить быть счастливым, а нужно, во-вторых, это ввести в привычку. Находиться в хорошем настроении, не зацикливаться, не застревать в негативных эмоциях. Вы можете сказать, это сложно. Это очень сложно. Поначалу. Научиться так жить, понимаете, двойка жезлов, понимаете, всегда есть выбор. Всегда у нас есть выбор в любой ситуации, какая ни была бы тяжелая ситуация, в ту минуту, когда это происходит, у вас есть тут же выбор: разозлиться или спокойно тут же эту ситуацию спросить, а для чего она, какой в этом урок, какой месседж у меня для этой ситуации, что мне нужно осознать из этой ситуации, понимаете. Всегда есть два пути, два выбора, понимаете? И нам показывают, что вам нужно выбирать не земные, скажем так, привычные реакции. Видите, это двойка жезлов, это карта действия. То есть здесь это не простой выбор, я же говорю, двойка жезлов, это не простой выбор, но он делается только вами. И вы должны выбирать не из мира дуальности, скажем так, или так, или обидеться, или только порадоваться. Вы должны выбирать именно духовный путь, понимаете, эмоционально зрелый путь, где вы каждую ситуацию, и вы, понимаете, вот вам показывают, что для того, чтобы новые отношения сделать счастливыми, нужно по-другому реагировать на ситуацию и по-другому эмоционально проживать все ситуации, понимаете, вот пятерка, что там, тоже пятерка чаш, да, тоже, видите, достаточно такая тяжелая карта, она говорит о том, что, понимаете, если застревать, если входить, понимаете, вот вы как по пояс входите, да, не зря мы сегодня тоже у воды сидим, понимаете, это вода эмоций, чувства, как волна, вот видите, сегодня даже шторм, сегодня такие эмоции, то есть, понимаете, вот как пришла волна эмоций, тут же это переосмыслили, пошли дальше. Понимаете, а нам показывают, что вы очень многие годы, вообще ваша по родовой системе, ваша семья, вы конкретно лично очень долго привыкли жить в таком состоянии. Вот вы заходите в болото, и оно там у вас такая стоящая вода по колено, вы даже в этот образ можете сейчас себя прочувствовать. И вроде как дышать можно, правда? И даже вроде какие-то цветы цветут, да? И даже какие-то вроде отношения, вроде или были, или есть, да? Но все равно пахнет татиной, все равно это очень тяжелые эмоции. Пятерка чаш. Все равно тяжело, все равно грустно, все равно какие-то есть раздражения, печали, недовольства, обиды, понимаете? И нам показывают, что в ваших руках действовать, все-таки перейти, понимаете, вот там все-таки виднеется другой берег. Мы сегодня говорим именно на этой колоде, видите, виднеется другой берег. И у нее есть эта трость с цветами, цветущая, у вас есть эти ростки, вы можете, у вас есть эти силы. Вы даже можете смотреть сейчас этот расклад, и некоторые женщины прям скажут, да, я вот прям так чувствую, что нужно именно это мешает, да, именно эта привычка страдать, эта привычка застревать надолго в негативных эмоциях. Вы понимаете, то вы должны понять, что мы на клеточном уровне сейчас все перестраиваемся. И вы даже, вот вы сейчас вот сидите в данный момент, вот представьте, вот вы сейчас просто сидите, и вот просто мы с вами сейчас, вот с Евой вы такие тет-а-тет, да, мы с вами сидим, больше никого нет, мы с вами. Я вам сейчас вот улыбаюсь и просто вот желаю вам счастья, понимаете? Вот просто хочу, чтобы вы изнутри зажглись, да? И почувствуйте, да, вот это состояние, как вы от меня получили этот заряд, и вспыхните тоже как лампочка, наполните себя прям светом. Представьте, что вот у вас вспыхивает этот свет идет дальше в этот мир, понимаете, и уже мир вокруг вас меняется. А представьте состояние, когда вот что-то произойдет, вот так вот, поп, и вы такие, все, и вы как бы ушли в себя, вы закрылись, да, и у вас вот внутри все сжимается, каждая клеточка сжимается, каждая клеточка в стрессе, понимаете? И в эту секунду, понимаете, есть ваш выбор: сжаться или расшириться, понимаете? Вот нам все карты говорят, вот видите, опять High Priestess, опять выходит это самая, понимаете, самая духовная, самая высшая карта, понимаете, которая только может быть, и она абсолютно говорит, что вам нужно вот выйти из этого старого мира, и видите, вот эти волны, вот эта карта прям супер резонирует, вам нужно выйти, понимаете, в эту духовную природу, вы как женщина совершенно по-другому заиграете.
вам нужно, скажем так, именно с духовной точки зрения это решить, понимаете, вашим решением, вашим действием. В общем, первое, самое главное, это ваше состояние, ваши эмоции, ваши реакции, это ваш выбор. И вам нужно научиться не застревать в старых формах, потому что когда вы застаете в старых формах, вы проявляете, знаете, вот нелюбовь к себе. Ну вот тут же подтверждение идет, понимаете? Тут же вы проявляете нелюбовь к себе, и вы крадете сами у себя счастье. Вы сами у себя крадете возможность наслаждаться, когда какие-то эмоции в вас застроют или какие-то чувства в вас застроют. И вы вместо того, чтобы посмотреть их уже по-новому, с позиции Творца, с позиции человека, который изучает мир, который интересуется миром, который наслаждается миром и тоже задает себе вопрос, когда он двигается по линии, по своей судьбе, по жизни, да, он сразу задает себе вопрос, а для чего это сейчас произошло, да, и тут же меняется, тут же осмысляет, тут же находит причину и извлекает из этого свет, а не уходит во тьму и с ощущением, вот со мной так поступили, со мной так плохо, это против меня. То есть позиция жертвы чем отличается от позиции Творца? Позиция Творца, ну мы ее так называем, как угодно вы можете назвать это для себя, да, то есть эта позиция, она отличается тем, что вы задаете себе вопрос, а для чего это происходит в моей жизни, да, то есть все сделано для нас с любовью. Вот для чего Вселенная, Господь Бог принес мне такого человека, такую ситуацию в жизнь? Вы себе отвечаете на этот вопрос, понимаете? Вот сразу умеренность выходите. Вы сразу же себе отвечаете на этот вопрос и уходите в гармонию. А давайте вот что-то посмотрим. Если вы уходите в жертву, понимаете? А если вы уходите в жертву, тут вы сидите, бездействуете, понимаете? И вы не можете и никуда пойти. Вы как бы застряли между двух миров, да? И вы будете продолжать дальше двойка пентаклей, двойка жезлов, понимаете, вот происходит такое метание, когда человек находится в позиции, сейчас я вам вытащу карты, извините, они большие, скользкие, смотрите, вот двойка жезлов и двойка пентаклей, это она показывает, мир дуален, это ваш выбор, то есть когда вы себе говорите, но это человек так со мной плохо поступил, или там эти обстоятельства со мной несправедливы, да, вы себя загоняете в мир дуальности, где вы все время будете ходить по треугольнику, там, тиран, спаситель, жертва, да, или как там у нас, да, или как угодно это называйте, да, то есть вы будете всегда между этих двух крайностей, то у вас будет и то вас, то вы кого-то, понимаете, то есть вы будете находиться не в гармонии, не в счастье, да, вот Творец, он выходит из этой игры, потому что и как раз новые вибрации, они атомы, это самое главное в отношениях, да, в отношениях нам говорят, что вам нужно выйти из состояния, где вы обвиняете, если вы выбираете такого партнера, значит, ставите с ним отношения, значит, вы привлекаете такого человека какими-то вашими качествами, и вы перестаете злиться на таких мужчин и говорить, все мужики козлы, вы меняете, да, свою новую модель поведения, понимаете, благодаря знаниям, благодаря новому пониманию, да, благодаря новому мышлению, да, Паш мечей, благодаря новому мышлению вы относитесь уже к ситуации, к людям по-другому. Я привлекаю в свою жизнь мужчину такого-то, да. Для чего? Почему? И если это были неприятные моменты, да, то чем именно я привлекла в свою жизнь такого человека? Супер, очень классно. Я долго об этом могу говорить, но давайте смотреть дальше. Что нам покажут карты? Давай смотрите второе, да. Второе, что нужно сделать, чтобы перевести отношения с мужчинами, вообще, в принципе, ваши отношения, вашу жизнь, да, уже на новые вибрации, выстраивать уже совершенно другие отношения. Так, шестерка жезлов. Шестерка жезлов. И, да, жезлы пошли, понимаете. Здесь такой момент еще сейчас идет, сейчас я вам скажу. Второй момент, который всем нужно знать, что, понимаете, на новых вибрациях и на новой энергии отношения выстраиваются, понимаете, когда мы делаем что-то не потому, что мы чувствуем себя виноватыми, или потому что, и в том числе в паре, или мы делаем что-то для человека, или мы там встречаемся, ну, к примеру, вас позвали в кино, и вы, это очень грубый пример, вас позвали в кино, но вы не хотели сегодня идти в кино, вы хотели пойти в кафе, это я очень грубый пример, но вы все равно идете в кино, чтобы или не расстроить другого человека, или как-то вам неудобно как-то сказать, чего вы хотите на самом деле. Это я прям пример очень простой привела, это можно перевести на абсолютно любую тему, да, то есть вам мужчина говорит, а вы хотите, давай переедем туда или будем делать то, а вы для того, чтобы быть удобной, не потерять его, не расстроить его,
вы занимаете позицию, скажем так, не сопротивления. Вы идете как бы за потоком. Так вот, в новых вибрациях, в новой форме отношений, понимаете, вы не позволяете как бы себя как бы доминировать, уничтожать себя, свои желания. Вы проявляете свободно свои чувства и действуете, исходя из этого открыто. То есть вы в первую очередь честны с собой. И видите, вот сразу же выходит двойка жезлов. Пока, понимаете, пока вы сами не понимаете, чего вы хотите, пока вы сами не можете научиться говорить себе правду и принимать себя такой, какая вы есть, не знаю, там, которая там не любит то-то, а любит то-то, она свободно об этом говорит и не чувствует свою вину за это, да. То есть нам говорит, что в отношениях вот это, видимо, у многих в разных могло формах, но отыгрываться. Так вот, там говорит, что вам нужно научиться быть самой собой, понимаете, самой собой честной, и тогда вы сможете быть честной в отношениях. То есть нам показывают, что вам нужно быть самой собой с самого начала, понимаете, в паре, с самого начала. Видите, двойка же мечей. Вот только начинаются отношения, только начинаются выстраиваться какие-то ментальные связи. Нам показывают, что вы из-за того, чтобы не быть брошенной, не быть отвергнутой, чтобы быть хорошей девочкой, чтобы, знаете, синдром отличницы, все-все-все вот эти вот вещи, которые мы все про себя можем знать, да, все, что тянет из прошлого нас, да, все наши родовые программы, вот все это нам показывает, что вам пора увидеть себя такая, какая вы есть. То есть, когда вы видите себя такая, какая вы есть, да, вы сможете проявлять себя честно, откровенно и открыто, да, и уже выстраивать совершенно другие отношения с мужчиной. Понимаете, поле открыто, все карты открыты, все позиции видны. Понимаете, пятерка жезлов. То есть и тогда вы можете спокойно, понимаете, вот я даже вижу, вот очень классная карта вышла, понимаете, вот сейчас она в этой комбинации прям мне дает, ну вот прям раскрывает то, что я вам сейчас говорю, понимаете, вот сейчас я вам их карты, вы можете даже себе заскринить, это очень важный момент, понимаете, то есть сказать себе правду о себе и не бояться эту правду показать другим, понимаете, вот здесь именно карта вышла, что женщина и мужчина, как жизнь игра, да, как шахматная игра, и вот вы, когда такая, у вас уже выбор будет мужчин, понимаете? Не каждому мужчину вы такая, какая вы есть, вы понравитесь. Или вы сойдетесь с ним, и он вам не всякий понравится, понимаете? И когда вы в четкой позиции знаете, кто вы никем не притворяетесь, вы не хотите казаться как все, удобно, или там, вот сейчас популярно, когда девушки ведут себя так, ну, я прям условно говорю, или там нужно быть вот такой вот, да, чтобы тебя любили. Это все не так. Вы признаете свою уникальность, вы открываете ее для себя, и вы понимаете, что на такую уникальность, какая вы есть, будет ваш человек, понимаете? И при таком раскладе у вас появляется выбор мужчин, понимаете? Потому что вы конкретная, есть конкретный запрос. И под этот очень скользкие карты сейчас и большие такие, сложно их держать. Вот так вот. Вот можете себе заскринить. И это прям, вы знаете, это очень важный урок. Это не сколько, знаете, вот это не про любовь к себе. Это про то, чтобы быть честным самой себе, признаться к себе, какая я, какие у меня слабые, какие у меня сильные стороны, чего я люблю. И вот это вот, чего я люблю, проявлять в мир. Проявлять в мир, чтобы вас могли узнать, понимаете? Если вы надеваете на себя вот эту маску или какую-то, знаете, образ какой-то, да, или вы даже пытаетесь себя сделать что-то другое, то вас-то не узнают. Понимаете, вас невозможно узнать, невозможно понять, кто вы. Чтобы вас полюбить, нужно знать вас. А вам для этого нужно открыться самой себе. Понимаете, вот это такая вот честность, открытость, смелость быть собой такая, какая вы есть. Вот это и есть новые вибрации, понимаете. А у нас как очень часто, вы подумайте, вот сейчас я вам подсказку, понимаете, вот у нас как люди обычно. Преодолевать, жертвовать собой по жезлам, да, то есть делать ради начала отношений, для того, чтобы эти отношения были, да, загонять себя в какие-то сложности, ставить себя в какие-то рамки, делать себя удобной, подстраиваться там, где, собственно, в этих вещах точно не нужно подстраиваться. И когда вы, понимаете, так живете, то вы рано или поздно начнете чувствовать, что в этих отношениях дисгармония. Вот и все. Вот и все. Вот такая вот вторая причина. Давайте второй шаг, вторая, как сказать, модель нового поведения для новых времен, для новых вибраций. Давайте смотреть третья. Пишите всегда в комментариях. Мне очень интересно, что вам откликается. Сегодня может откликнуться все три варианта. Может быть, какой-то один. Ну, не три варианта, а три пункта, да?
Может быть, все 3, может быть, 2, может быть, 1. Напишите в комментариях, отыгралась полный расклад у вас сегодня или какой-то 1 пункт. Дальше поехали. Но я вот смотрю, что для многих как минимум 2 вместе, потому что многие вещи, они как бы связаны, одно из другого вытекает. Ну, давайте смотреть третье. Третье, что... Вам, кстати, интересно, слышен шум прибоя? Я закрыла окно, сегодня, видите, я не могу открыть, ветер просто бы меня снес, потому что там шторм, он очень сильный, холодный ледяной ветер. Вот у меня там волосы просто все летали. В общем, сегодня, понимаете, вот этот даже шторм, то, что мне захотелось у воды, у моря, понимаете, нам говорит о том, что все, что вы хотите, новые отношения, новый мужчина, новую работу, деятельность, все что угодно, новую жизнь, вам нужно, видите, вот это вот новое впустить в свою жизнь, разрешить себе, решиться на это, что-то поменять в себе возможно. Ну, давайте смотрите третий. Ну, видите, Lovers. Ну, я думаю, что здесь мы все-таки затронем ближе тему отношений в третьем, да. И почему это так важно? Потому что, понимаете, все равно мужчины и женщины не могут без любви. Все равно нас друг к другу тянет, как бы мы ни говорили, про какие-то там травмы, у нас потребности есть, да, встретить родственную душу, свою половинку, своего человека. Так вот, понимаете, нам говорят, что вы, возможно, привыкли в прошлом, понимаете, вот есть такой момент, что вам казалось, что, как сказать, вот чуть-чуть у нас есть какие-то общности, да, и мы можем дальше идти. То есть как бы вы находили какие-то грани общие по каким-то, может быть, моментам, внешним, бытовым, каким-то, знаете, вот, может быть, у кого-то было притяжение, влечение. То есть вы достаточно легко сходились с человеком, до конца его не поняв. Вот. Не поняв его природу до конца. Но это тоже вытекает из предыдущего пункта, понимаете? Потому что вы не могли понять свою природу. Вы сейчас меняетесь, вы сейчас перестраиваетесь, и нам показывают, что мужчины тоже будут уже у вас другие встречаться, понимаете? И отношения будут выстраиваться по-другому. Так вот, для того, чтобы перевести отношения на новые вибрации, понимаете, нужно научиться, понимаете, воспринимать человека не по стереотипам, не по его внешнему виду, не по его атрибутам, да, вот по карте влюбленной, не по каким-то его, не по каким-то зацепкам, не по каким-то, я не знаю, каким угодно пунктам, каким бы вы делали раньше. У каждого свой расклад общий, да? А, понимаете, вам нужно научиться, понимаете, колесо фортуны, понимать, что вот по судьбе, понимаете, у вас внутри должны сойтись все пазлы. То есть этот человек должен именно вот по сердечной чакре, видите, здесь самое главное колесо, которое крутится первое, да, видите, у нее колесо фортуны. Вот когда это все одно за другое, то есть когда у вас в сердце. То есть это не от ума желание быть с человеком. Это не по первой чакре там, или по второй чакре по страстям, да, не по каким-то там влечениям. В первую очередь это, понимаете, именно сердечное, это чувство любви, то есть вопреки даже каким-то вещам, которые, возможно, в этом есть человеки, которые, скажем так, знаете, вот как-то вот не... Вы привыкли, вот вам кажется, что вот именно такие мужчины вам нужны. Потому что это правильно, это круто, с таким ты будешь чувствовать себя безопасно. Или, может быть, у вас есть стереотип, что вот вы сначала смотрите на деньги, или вы сначала смотрите там на доброту, или вы сначала смотрите, насколько он надежный, что угодно. Какой-то вот у вас есть паттерн, да? Так вот нам показывают, что вот тот паттерн, который у вас работал, понимаете, на новых вибрациях уже не будет работать. И на новых вибрациях вы должны будете в первую очередь почувствовать это сердцем. То есть у вас должна к этому человеку возникнуть именно родственная связь, душевная связь. Вот мы, кстати, разбирали это в раскладе «Будущий муж». Посмотрите ссылочки на эти темы, да, там было. И понимаете, и когда вот у вас именно будет связь по сердечной чакре, вы будете чувствовать с этим человеком. Но понимаете, ведь это же тоже, понимаете, отношения уже на новых вибрациях. Вы скажете мне, ну, а я всегда отношения начинала по влюбленности. Нет, а нам показывают, что это неправда, Когда-то вы начинали отношения, потому что у вас был страх быть одной, и вы влипали просто в человека, чтобы не быть одной. А когда-то у вас был страх, потому что вот вы считали, что вот именно такой мужчина, выглядящий так, вот он успешный, стабильный и классный. Понимаете, вы входили в отношения по каким-то стереотипам, причем чужим, посторонним, понимаете? Вы начинали отношения из
может быть, желание не быть одной, или просто этот человек рядом оказался, подвернулся, понимаете, он совершенно другой, не такой, как вы, но вы как-то ввязывались в эти отношения, уже входили, и, может быть, даже вначале понимали, что что-то не так, и мы уже склеились, но мы какие-то разные, понимаете, и все, и вы уже в этих отношениях тянете эту лямку, работаете над отношениями, пытаясь друг под друга подстроиться, но, понимаете, а нам показывают, что по колесу фортуны, понимаете, это должен быть судьбоносный момент, но тогда, когда вы станете цельная личность, вы станете совершенно уже другая, и у вас именно отклик сердца, не ума, отклик сердца, понимаете, вы именно найдете свою любовь, понимаете, когда случится этот отклик сердца. Не от ума, не от страхов, не от зависимостей, не поиск, чтобы было, чтобы то-то было, или потому что все уже там вышли замуж, а я не вышла, и так далее. Вот, поэтому вот второе, понимаете, третий у нас шаг про новые вибрации говорит о том, что здесь люди не будут идти на компромиссы. И здесь важно выстраивать отношения по любви, потому что все отношения, которые будут строиться на зависимости, на страхе одиночества, на желании получить от этого человека выгоду, или потому что нам просто дешевле жить вместе, или там он платит за мой кофе, или он возит меня там на отдых, что вот у каждого какие-то свои моменты, да, то есть вот вам покрупнее, вы можете их заскринить, да, узнать себя в том, как это сейчас у вас происходит, как это было, и как это должно быть по-новому, понимаете? Вот, то есть это отношения, которые строятся из свободы, из изобилия. Это свободный выбор. И эти отношения начинаются не потому, что других вариантов нету, или потому что уже так случилось, или потому что никого другого нету, или потому что это выгодно, интересно, как угодно, я повторяюсь, да, а потому что это срезонировало у вас именно в сердце, и вы спокойно, видите, вот это часики там крутились, одно за одном крутилось, да, а вот мне покажется, видите, десятка мечей, потому что раньше вы входили в отношения, часто не с тем человеком вообще, не со своим даже человеком, понимаете, а по травмам, по стереотипам, да, и вы начинали друг от друга биться, втыкать друг друга вот эти вот иголки, понимаете, и у вас начиналось, прям вот видите, вот скорее всего у вас даже голова болела, у вас был постоянный стресс в отношениях, потому что эти отношения были не гармоничными, это были отношения для прохождения уроков, но как нам показывают, да, что вы эти уроки не проходили, а вы просто терпели, вы просто ждали, что все изменится, вы ждали, что кто-то за вас это все решит. Понимаете, вас как бы толкают, чтобы вы что-то осознали из этих отношений. Возможно, из них вышли и шли дальше, понимаете, искали действительно свое. Но вы застревали в каких-то отношениях, нам показывают, да. Девятка кубков. Ну, вот понимаете, тоже здесь, понимаете, вот вы могли бы жить совершенно полной жизнью, понимаете, вот эти вот мечи, да, вот там была девятка, да, жезлов, девятка мечей, вы могли перетрансформировать это, понимаете, и перевести в изобильное состояние. Но вы выбирали именно из-за ваших травм, понимаете, вы выбирали оставаться в том же. Вот. Вам даже, вот я смотрю, для многих отыграется, что вам бы казалось, что где-то, может быть, есть что-то лучше, но выйти из этого невозможно. Поменять, знаете, как, что менять с шила на мыло? Там все мужчины одинаковые или все люди одинаковые, там плюс-минус, да? Это не так. Не все люди одинаковые. Нельзя поменять шило на мыло. Вернее, можно поменять шило на мыло, если вы не проработали себя, не изменили ситуацию изнутри. Естественно, вы выйдете из этих отношений, вы привлечете там такие же, как говорится, те же яйца тоже в профиль, да, как говорится. То есть у вас будет то же самое. Поэтому нам показывают, что вы можете по-другому, и у вас может быть по-другому, если вы будете выносить уроки, понимаете, и понимать, что проанализировав, вспомните, вот вам сейчас задание, да, звездочка, вот осознайте, что когда у вас были последние отношения, да, почему вы с этим мужчиной сошлись? Были у вас какие-то звоночки или какие-то знаки вам посылались, понимаете? Что что-то было не так изначально. Неправильно вы давали оценку происходящему и неправильно воспринимали этого мужчину, понимаете? И я вот смотрю, для многих отыграется, что вы чувствовали, что вы звездочка, и, возможно, мужчина до вас немножко не дотягивает, или он не вашего уровня, или материально, эмоционально, ментально, но вам, может быть, я смотрю, льстило, что вы как бы такая королева, да, а он там, может быть, попроще там, да, или наоборот, вот у вас, допустим, нет, финансов, а он вас как-то одаривал подарки, то есть вы видели в этом какую-то выгоду, понимаете?
И вы даже не могли почувствовать какие-то чувства, любовь, потому что все шло от какого-то ума. В общем, миллион вариантов нам показывают, понимаете, что поэтому было движение, ну, понимаете, но оно, видите, в этой карте колесица, да, отношения-то у вас были, развивались, но они, понимаете, они вот такими улиточными темпами, черепашьими темпами. Ничего не развивалось, ничего не менялось. В этих отношениях удовольствия было никакого. Видите, эта карта, она очень здесь... тонально, понимаете, у нее тональность здесь очень такая, знаете, вот такая рутина, это было тяжело. То есть движение шло тяжело, развитие отношений шло тяжело. Потому что в самом начале отношений, это был не равный союз, это был союз, компромисс, или союз себя вы чем-то уговорили, или позволили за собой ухаживать, но как бы до конца там что-то вас не устраивало, я смотрю, для многих резонирует, что как бы просто вот уже хотелось очень так внимания, ну, хоть чтобы какие-то отношения были, а потом оно как-то все затянулось, понимаете, и как-то уже все уже как-то обросло серьезно, а кто-то даже замуж потом вышел, да, потому что вроде как уже развивается, а чувство, что все-таки немножко не мое, причем я смотрю вот периодами, да, когда-то чувствуете, что мое, когда-то не мое, понимаете? Ну да, когда-то, понимаете, а когда-то вы вот чувствуете, видите, здесь тоже не мужчина и женщина, то есть когда-то вы чувствовали, что у вас есть какой-то контакт, ну потому что по иерофанту, скорее всего, был контакт по травмам, по каким-то проблемам, то есть вы сошлись, наверное, на таких вещах, друг друга понимали хорошо именно поэтому, не потому что вы люди с одинаковыми ценностями, идете к одним вещам, да, вы видите мир одинаково, вы, скажем так, хотите от этой жизни одни и те же вещи, да, и вы хотите друг от друга там одинаковые вещи, потому что я смотрю, здесь многие пары, вот в прошлых ваших отношениях, вам нужно было от человека одно, а ему от вас другое. То есть, ну, как сказать, вы разного хотели, но боялись этому признаться. Вот так вот. Ой, я не знаю. Сложно сегодня расклад, я думала, он будет немножко полегче. Но, видимо, это будет серия. Сегодня вот такая вот информация пришла. Возможно, мы сегодня копнули самые такие тяжелые болезненные моменты. Ну да, видите, все-таки вот то, что я и правильно сказала, это все-таки по двойке чаш показывает, что новые вибрации, новые отношения, понимаете, это все-таки про гармонию, где люди равные друг другу, понимаете, они эмоционально, ментально, духовно, никто никого не тянет, никто никого не заставляет, никто ни под кого не подстраивается, понимаете, это два человека, которые спокойно выбрали себя, узнали, кто они, и, соответственно, могут выбрать другого и узнать его, и с ним выстраивать гармоничные партнерские отношения. Никто никого не давлеет, никто никого не насилует, понимаете, нету такого, что вот я тебя под себя подомну, или ты под меня подомнешь, будет по-моему, кто-то по-моему, то есть здесь, понимаете, вы будете настолько настроены, переплетены ваши души, что вам не нужно будет выяснять. Понимаете, вы привыкли, вы мне скажете, ну вот я так устала от отношений, потому что вы были в отношениях с тем человеком, с которым у вас не было других вариантов, кроме как бороться, потому что вы разные. Вы начинали отношения с не своим человеком, понимаете? Да, это был человек для какого-то пути, для уроков, понимаете, любой опыт – это тоже опыт, понимаете, он вас привел и делает вас другой. Но если у вас запрос именно на совершенно другой уровень отношений, и вы устали выбирать людей, с которыми, понимаете, и их под себя подстраивать, понимаете, менять, как у нас часто и женщины любят, да и мужчины тоже этим грешны, выбрать женщину там определенного плана, да, закрывать глаза на какие-то вещи, а потом начинать ее ломать, подстраивать под себя. Так вот, это в новых энергиях, на новых вибрациях это не сработает. Такие отношения будут не жизнеспособны уже сейчас. Поэтому сейчас очень много разводов, потому что люди перестают терпеть, люди не хотят, понимаете, вот. Подтверждение. Люди не хотят, люди хотят жить творчески, свободно, счастливо, легко, создавая эти отношения, эту атмосферу, понимаете? Хотят, чтобы бабочки порхали, а не тина в болоте стояла, вот как у нас, понимаете? Вот вы хотите совершенно уже это отношения, в которых царит гармония, эта гармония создается вдвоем. Не один тянет, понимаете? У одного есть одни потребности, у другого. В общем, я повторяюсь, вы поняли, да? Посыл. Напишите мне в комментариях, потому что сегодня тут еще просто волны шумят, я отвлекаюсь, я, честно говоря, даже немножко волнуюсь, что не будет ли вам шуметь сегодня. Микрофон наверняка глушит, но вы просто не представляете, какой сильный шум идет.
Потому что я, конечно, оставила чуть-чуть зазора, чтобы мне не задохнуться без воздуха в этот час, пока я пишу вам расклад. Вот, в общем, сегодня очень интересно. Вот видите, нам показывают, что вы, конечно, раньше, поэтому было ощущение, что жизнь не двигается, понимаете, потому что не коней вы запрягали, понимаете, а улиток запрягали. И все двигалось достаточно медленно, потому что старые способы, старое понимание, старые стереотипы во многом руководили вами и вашими отношениями, понимаете. Но вот по карте силы она показывает, что вам пришло время решать вопрос, у вас есть для этого все силы, все энергии, все возможности, и вы наверняка на этом канале находитесь и кликнули на это видео не просто так, это означает, что у вас не только есть запрос, желание что-то поменять, вы и готовы что-то делать, и будете это делать. Я вам это искренне желаю, понимаете, сейчас все энергии на планеты, они толкают все обстоятельства жизни, если вы выразите намерение перевести и создать отношения уже по новым вибрациям, по новым энергиям, все силы Вселенной, все божественные энергии, ангелы-хранители, ваши наставники, они вас проведут по этому пути, понимаете? И вы построите совершенно новые отношения. Вот у вас будущий муж будет совершенно уже другой, нежели прежде. Или, может быть, те отношения, в которых сейчас находитесь, они трансформируются. В который раз повторю эту фразу, которую мне нравится вам повторять, чтобы вы не забывали. Да? То есть или мужчина меняется, или мужчина меняется. Да, то есть или в паре происходят отношения, и мужчина синхронно с вами меняется, потому что женщины зачастую меняются быстрее, или мужчина меняется, и в вашу жизнь приходит другой мужчина, понимаете? Свято место пусто не бывает. Такие дела. Опять, видите, перемешало, опять выходит, понимаете? Ну, нам показывают, что вам пришло, конечно, время двигаться. И пришло двигаться время немножечко побыстрее, чем вы привыкли. Вот, вы привыкли немножечко, знаете, как бы сказать, не гнать коней. А нам показывают, что коней пора уже гнать. И никто за вас эту работу не сделает, понимаете? Хорошо так резонирует, правда, сегодня эта карта с тем, что за пейзажем, за окном. Видите, какой ветер? Вот дерево, оно не просто вот так вот, оно просто в стабильном положении движения. Вот и вам так нужно войти в эти перемены, войти в эти изменения и в них жить. Давайте карту какую-то последнюю для всех пунктов, последнюю карту. Ну, видите, с чего начинали, понимаете? Вот духовное начало, духовный путь у вас начинается совершенно другой, понимаете? Поэтому у вас начинается путь духовного прозрения. Возможно, вы после этого расклада совершенно по-другому посмотрите на свои прошлые отношения, на себя, на то, что происходит в вашей жизни. Вот. И, ну, видите, вот колоды, как обычно, и карты Таро, они показывают вот то ровно, что мы с вами говорили сегодня. Понимаете, новый путь, новые паруса открываются, двигайтесь вперед. В общем, соединяйтесь с потоком, и в жизнь вас проведет. Ну что, друзья, такой сегодня классный расклад. Очень такой глубокий. Надеюсь, вам будет интересно. Оставляйте в комментариях, как вам, какие впечатления, какой резонировал вариант, пункт. Вот. С вами была Ева, ясновидящий целитель, мастер рейки. Если вам нужна личная консультация, обращайтесь по имейлу или по почте, или в Телеграм, в общем, как угодно, в Инстаграм. Я буду вас ждать, но мы с вами увидимся на новых раскладах. Все, пока. Желаю вам счастья и повышения вибраций.